Трамп за один вечер запретил туристкам рожать в США, объяснил, почему не даст перехватчики Патриот Украине и пообещал скорое завершение войны с Ираном. Хуситы атаковали новые цели в Саудовской Аравии. Иран и Оман договорились о контроле над Ормузским проливом. В Сеуте остаются тысячи марокканских подростков, которых нельзя просто отправить домой. В Венесуэле начались переговоры о передаче власти оппозиции. Венгрия из-за рекордной жары готова отключить АЭС. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп снова пытается ограничить гражданство США по праву рождения. Накануне вечером по центральноевропейскому времени он подписал 2 указа, которые должны лишить автоматического гражданства 4 категории детей, рожденных сотрудниками иностранных дипломатических миссий, лицами, объявленными враждебными иностранцами, включая членов террористических организаций, участницами коммерческого родильного туризма, а также родившихся на американских территориях. Но только если Конгресс изменит закон. Второй указ предписывает Госдепартаменту и Министерству внутренней безопасности перекрыть въезд беременным иностранкам, которые едут в США специально ради паспорта для ребенка, и преследовать организаторов таких поездок. Это уже вторая попытка Трампа пересмотреть 14-ю поправку к Конституции США. Верховный суд 30 июня отклонил его первый, более широкий указ. Новый пакет также почти неизбежно оспорят. Конституция гарантирует гражданство почти каждому, кто родился в Соединенных Штатах. Сегодня президент подписал 2 указа, касающихся гражданства по праву рождения и так называемого родильного туризма. Как уже сказал президент, 14-я поправка была принята исключительно после гражданской войны, чтобы дети бывших рабов стали гражданами. Никакого другого смысла и назначения у нее не было. И это было очевидно с самого дня ее принятия. Можно вернуться назад и прочитать дебаты в Конгрессе. Никто всерьез этого даже не оспаривает. Используя свои полномочия главнокомандующего и новое решение Верховного суда, президент подписывает первый указ, расширяющий перечень лиц, дети которых не имеют права на получение гражданства по рождению. К ним относятся, например, иностранцы, граждане враждебных государств, члены иностранных террористических организаций, а также значительные категории людей, которые лоббируют интересы иностранных правительств или действуют от их имени. Благодаря этому указу большое количество людей, которые неправомерно получали бы гражданство по праву рождения, больше не смогут воспользоваться такими преимуществами. Второй указ особенно исторический. Впервые в истории Америки он запрещает родильный туризм. Я хочу, чтобы вы действительно осознали значение этого решения. Об этой проблеме говорили не просто годами, десятилетиями. Люди приезжают сюда, притворяясь туристами или обычными посетителями. Говорят, что хотят побывать в Диснейленде, посмотреть памятник или посетить национальный парк. Но настоящая причина их приезда — родить здесь ребенка, автоматически сделать его гражданином США, а затем покинуть нашу страну, увозя с собой ребенка с американским гражданством. При нашей сломанной системе это в будущем открывает им доступ к социальным пособиям, избирательным участкам и всем остальным правам и привилегиям, которые принадлежат исключительно американцам. Поэтому с момента подписания этого указа практика родильного туризма запрещена. Теперь никто в мире не сможет получить американскую визу с такой мошеннической целью. Господин президент, во время слушаний в Верховном суде генеральный солиситор Джон Сауэр не смог ответить, сколько людей пользуются родильным туризмом. Существует ли конкретная оценка? Я вам сейчас скажу. Сотни тысяч. Хорошо? Сотни тысяч. Один человек приехал с семьей и заявил, что у него 56 детей. Другой приехал и сказал, что у него 98 детей. Гражданство по праву рождения создавалось не для этого. Оно предназначалось для детей бывших рабов. Его ввели через 1 или 2 недели после окончания гражданской войны. Оно создавалось не для богатых мультимиллионеров и миллиардеров, которые приезжают сюда и привозят с собой 15, 20 или 30 детей. Это превратилось в огромный бизнес. И мы прекращаем этот бизнес. Дональд Трамп не пообещал Украине ни новых батарей Patriot, ни дальнобойных ракет. Они нужны самим США. При этом президент уверяет, американские арсеналы бездонны. Господин президент, говоря о боеприпасах, вы ночью написали, что Соединенные Штаты располагают огромными запасами и отвергли сообщение о дефиците. Но существует дополнительный запрос на $21 миллиард для пополнения запасов. Почему этот запрос все еще остается в силе? Потому что нам постоянно нужно больше.
Нам нужно больше. Послушайте, при Байдене Украине передали огромное количество вооружений. И передали бесплатно. Совершенно бесплатно. Миллиарды долларов. Сотни миллиардов долларов. К счастью, во время своего первого срока я накопил огромные запасы. Я заново отстроил армию и обеспечил ее большим количеством вооружений. Некоторые виды наших боеприпасов обладают огромной мощностью, и их запасы практически не ограничены. По другим позициям ситуация несколько сложнее, но новые боеприпасы поступают к нам каждый день. Как вы знаете, сейчас наши оборонные компании строят больше предприятий, чем когда-либо прежде. Строятся заводы для выпуска комплексов Patriot, ракет Tomahawk, для производства всего необходимого. У нас также есть определенные виды боеприпасов, которые, возможно, не настолько точны и не настолько совершенны. Но они очень мощные и очень хорошие. И их запасы у нас практически не ограничены. Поэтому мы находимся в отличном положении. Но, несмотря на это, мы всегда хотим иметь больше. Нам необходимо больше. Могут возникнуть другие ситуации. Возможно, они действительно возникнут. Надеюсь, больше ничего не произойдет. Но мы находимся в очень хорошем положении. У нас в буквальном смысле огромные запасы боеприпасов. Господин президент, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его страна отчаянно нуждается в дальнобойных ракетах или дополнительных батареях Patriot. Готовы ли вы предоставить их? Ну, ракеты нужны, и нам самим. Понимаете, Байден передал им очень много. Байден отдал Украине боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Когда я покидал должность, наши склады были заполнены, а он раздал значительную часть запасов. Теперь мы восстанавливаем их и одновременно используем очень мощные, очень хорошие боеприпасы. Вообще-то нам не обязательно было использовать именно их. Мы могли применить что-нибудь другое. Но это боеприпасы несколько более старого типа. Они столь же эффективны, и их у нас очень много. Кроме того, американские боеприпасы хранятся на базах по всему миру. Если они когда-нибудь понадобятся, мы сможем их забрать. Поэтому мы находимся в очень-очень хорошем положении. Россия, похоже, усилила атаки на Украину. Вас это беспокоит? Послушайте, с этой точки зрения мы непосредственно не участвуем в войне. Нас отделяет океан. Но мне ненавистно видеть, как каждый месяц погибают 25 тысяч молодых людей. Именно это происходит между Россией и Украиной. В среднем они ежемесячно теряют 25 тысяч человек, преимущественно военнослужащих. Мы работаем над прекращением войны. И думаю, что добиваемся определенного прогресса. Но это жестокая, чрезвычайно жестокая война. В этой войне очень много ненависти. Между двумя лидерами существует огромная ненависть. Я урегулировал 8 войн. Я считал, что это, возможно, окажется одной из самых простых. Но она оказалась самой сложной. Однако прогресс достигается. Господин президент, сейчас среди республиканцев идут серьезные споры о доступности жизни. С каким посланием по вопросу цен вы идете на промежуточные выборы? Это хороший вопрос. Но ответить на него довольно просто. Я унаследовал самые высокие цены за всю историю. Я унаследовал худшую инфляцию в истории нашей страны. А мы проделали потрясающую работу. Теперь все цены очень быстро снижаются. Посмотрите, что происходит. Нефть опустилась примерно до 75 долларов. Когда я начал эту очень важную операцию против Исламской Республики Иран, это действительно была крайне важная операция, потому что у них не может быть ядерного оружия. Иначе весь мир может быть уничтожен. Мы не позволим этому произойти. Речь не только о нас, и не только о Ближнем Востоке. Последствия для всего мира были бы катастрофическими. У нас не было другого выбора. До этого бензин во многих местах стоил меньше $2 за галлон. Например, в Айове цены опустились до уровней, которых люди не видели много лет. $1.80, $1.95. Я останавливался в Айове. На одной заправке бензин стоил $1.95, на другой — $1.85 за галлон. Думаю, очень скоро мы снова увидим такие цены. Судя по всему, это произойдет сразу после окончания войны. А война, как мне кажется, закончится довольно скоро. Не думаю, что они способны продержаться намного дольше. Президент США Дональд Трамп публично вступился за министра обороны Пита Хексета и заявил, что крайне доволен его работой. Накануне Вашингтон-Пост сообщила: на совещании в Кэмп-Дэвиде Трамп якобы отчитал Хексета и потребовал объяснить, почему его не предупредили о критическом истощении ракетных запасов. Президент был уверен, что проблему уже решили. По данным газеты, только в первый месяц войны США израсходовали более 850 томагавков, свыше 1000 перехватчиков Patriot и THAAD, а также 1300 ракет Атакамс. Дефицит боеприпасов якобы стал одной из причин отмены новых массированных ударов по Ирану.
Хексет, как утверждается, возложил ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Белый дом и Пентагон заявили, что конфликта не было. Трамп назвал публикацию ложной и предательской. Фейковые СМИ, как обычно, распространяют ложные и совершенно безосновательные слухи. Я чрезвычайно доволен работой Пита Хексета. Все было превосходно, включая нашу атаку на Венесуэлу, где результат был достигнут менее чем за сутки, что позволило нам привлечь к ответственности одного из самых отъявленных преступников в мире – Николаса Мадуро. То же самое касается Ирана. Все идет очень хорошо. Страна была разгромлена, чтобы не позволить ей когда-либо получить ядерное оружие. Пит пользуется большим уважением среди военных и добился огромных улучшений, включая отказ от политики разнообразия, равенства и инклюзивности, а также увеличение набора военнослужащих до исторического уровня. Этот слух запустила газета «Вашингтон-Компост», одно из худших средств массовой информации, несмотря на то, что мы сообщили им о полной ложности их материала. На самом деле, я действительно считаю их фейковые репортажи государственной изменой. Президент Дональд Джей Трамп. Хуситы нанесли массированный удар баллистическими ракетами и дронами по поддерживаемым Саудовской Аравией войскам на востоке Йемена. Атакованы лагеря и склады в провинциях Мариб и Хадрамаут. Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил о сотнях погибших и раненых. Однако эти данные не подтверждены. Источники в йеменском правительстве сообщают как минимум о 30 погибших и предупреждают, число жертв может возрасти. Наши вооруженные силы провели масштабную высокоточную военную операцию против сосредоточений сил саудовского противника в районах Аль-Рувайк, Аль-Абр и Аль-Тания, а также других лагерей так называемых 1 и 3 полков экстренного реагирования. Было применено большое количество баллистических ракет и беспилотников. В результате операции сотни наемников саудовского противника были убиты и ранены. В районе Аль-Вадия на востоке страны уничтожено и сожжено множество лагерей, мест сосредоточения сил, складов и вооружений саудовского противника. Также уничтожено большое количество военной техники, находившейся в атакованных лагерях. Йеменские вооруженные силы предупреждают преступного саудовского противника о недопустимости любых безрассудных действий против нашей страны и нашего народа. Он понесет ответственность за последствия любой эскалации. Мы советуем нашим соотечественникам, которых ввели в заблуждение и обманули, покинуть лагеря саудовского противника и вернуться в родные районы, пока не стало слишком поздно. Иран может впервые получить фактическое право контролировать вход судов в Персидский залив. Тегеран и Маскат согласовали предварительную схему открытия Ормузского пролива на 60 дней. Входящие танкеры и сухогрузы направят по северному коридору вблизи Ирана, выходящие по южному маршруту у берегов Омана. Иран сможет проверять входящие суда и при необходимости останавливать их. По данным саудовских телеканалов Аль-Хадас и Аль-Арабия, сборы за проход вводить не будут. Однако окончательного соглашения пока нет. Его должен утвердить Высший совет национальной безопасности Ирана. После этого США и Иран могут вернуться к выполнению июньского меморандума о прекращении войны и безопасном судоходстве. До начала американско-израильских ударов через пролив проходила примерно 1/5 часть мировой нефти. Суда пользовались международным водным путем свободно и бесплатно. Теперь Вашингтон фактически обсуждает передачу Тегерану контроля над входом в залив, уступку, которую ранее называл неприемлемой. Переговоры проходят на фоне сообщений об истощении американских арсеналов. Напомним, по данным CNN, за время войны США израсходовали почти 80% перехватчиков ТАД и около половины ракет Патриот. Запасы обсуждали перед решением президента Дональда Трампа отменить новые удары по Ирану. Сам Трамп заявил, что боеприпасов у США огромное количество, а источником утечки пригрозил длительными тюремными сроками. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Джидду на 3-дневные переговоры с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом Ибн Салманом. Вместе с Шарифом приехали глава МИД Ишак Дар и командующий вооруженными силами фельдмаршал Асим Мунир. Визит проходит на фоне резкого обострения с хуситами. Официально Пакистан призывает к переговорам и сохраняет роль посредника между США и Ираном. Реально Исламабад – военный союзник Эр-Рияда. По договору 2025 года нападение на одну страну считается нападением на обе. В Саудовской Аравии уже находятся тысячи пакистанских военнослужащих и эскадрилья истребителей. Часть подразделений размещена у границы с Йеменом. Пакистан предупредил Тегеран. Удары по королевству – красная линия. Но вступать в войну Исламабад пока не хочет. Ему необходимо сохранить отношения с соседним Ираном и не допустить прекращения поставок топлива. В испанской Сеуте остаются от 3 до 5 тысяч мигрантов. Среди них более 1100 детей и подростков без сопровождения взрослых.
Центры размещения переполнены. Несовершеннолетние ночуют в парках, на пляжах и пустырях. Немедленно вернуть их в Марокко нельзя. Испанские службы должны установить возраст каждого ребенка, найти родственников и доказать, что возвращение не угрожает его безопасности. Всего за 2 суток, 30 и 31 июля, в Сеуту попытались попасть около 72 тысяч человек. Почти столько же, сколько постоянно живет в испанском городе. Одни прорывались через пограничные ограждения, другие огибали их вплавь. Около 70 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко. Мэр-председатель Сеуты Хуан Хесус Вивас Лара сообщил примерно о 100 погибших. Испанская организация «Шагая по границам» насчитала 141 жертву. 63 тела обнаружили в Марокко, 78 на испанской стороне. Люди утонули или погибли в давке. Сеута еще не вернулась к нормальной жизни. В городе по-прежнему остаются от 3 до 5 тысяч человек, прибывших в роковые дни 30 и 31 июля. Центры приема совершеннолетних и несовершеннолетних мигрантов переполнены и фактически оказались на грани коллапса, поэтому наплыв людей перерос в гуманитарную чрезвычайную ситуацию огромного масштаба. Все это сопровождалось нарушениями общественного порядка и высокой угрозой безопасности. Кроме того, моральное состояние жителей Сеуты серьезно подорвано. Вот тревожный урок. Эти драматические кадры перевешивают даже самую благоприятную статистику. Все цифры, которые я только что привел, сокращение числа прибывающих, восстановление контроля, на прошлой неделе почти ничего не значили в глазах европейской общественности. Событие, продолжавшееся 3 дня на одном пляже одного города, разумеется, потрясло политику целого континента. Я понимаю обеспокоенность некоторых государств, членов ЕС, и необходимость реагировать. Однако проверки на внутренних границах определенно должны оставаться крайней мерой, применяться только тогда, когда это необходимо и соразмерно ситуации. Кризис начался после решения Верховного суда Испании, запретившего автоматически возвращать задержанных в море мигрантов. В социальных сетях его превратили в ложное обещание. Якобы каждый, добравшийся до Сеуты, сможет остаться в Европе. Власти города обвиняют Марокко в ослаблении охраны границы. Однако доказательств намеренной операции пока нет. Испания выделила 25 миллионов евро на размещение детей и начала распределять их между автономными областями. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер признал, защита внешней границы Евросоюза фактически зависит от Марокко, который не признает испанский суверенитет над Сеутой. Тайвань готовится к войне, которая начнется не по утвержденному сценарию. На острове проходят крупнейшие ежегодные учения Ханькуан, 10 суток непрерывной обороны при попытке Китая установить блокаду или начать вторжение. Впервые резервисты проводят боевые стрельбы из американских винтовок МЧДИ-1. Военнослужащие отрабатывают огонь стоя, с колена и лежа, передвижение под прикрытием и действия в городской застройке. Раньше подготовка ограничивалась преимущественно стрельбой с неподвижных позиций. Одновременно расчеты разворачивают 120-миллиметровые минометы. Всего мобилизованы более 20 тысяч резервистов. 5 тысяч из них должны проверить, можно ли быстро развернуть 2 полноценные бригады. Армия рассредоточивает авиацию, перебрасывает бронетехнику через города, разворачивает комплексы «Патриот» и тайваньские системы «Небесный лук». Сценарий предполагает, что Пекин замаскирует подготовку вторжения под очередные маневры. Поэтому командирам намеренно меняют вводные уже во время операции. Впервые применяется американская система обратного доклада. Младшие офицеры своими словами объясняют полученный приказ и способ его выполнения. Тайвань также замедлит мобильный интернет, перенесет оружейное производство на резервные площадки и подключит гражданские заводы. Флот и береговая охрана отработают прорыв морской блокады и доставку критически важных грузов. Президент Тайваня Лай Цинде уже участвовал в эвакуации на защищенный командный пункт после условного удара по руководству страны. Параллельно вокруг острова Тайбэй зафиксировал 14 китайских военных самолетов и 9 кораблей. Учения завершатся 14 августа. В Венесуэле начинаются переговоры о демократическом переходе, но без политиков, которые, по данным избирательных протоколов, выиграли последние президентские выборы. За столом нет ни лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, ни кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса. Первую очную встречу проводят в Каракасе на территории авиабазы Ла Карлота. Правительство, исполняющее обязанности президента Делси Родригес, представляет председатель парламента и ее брат Хорхе Родригес. Оппозиционную делегацию возглавляет бывший депутат Динора Фигейра, руководитель Национальной ассамблеи созыва 2015 года, которую Вашингтон считает последним демократически избранным парламентом Венесуэлы. Именно Соединенные Штаты выбрали Фигейру главным переговорщиком и обеспечили возвращение политика в Каракас после 8 лет эмиграции. По данным венесуэльского издания «Эль Питасо»,
Одним из критериев могло стать отсутствие у нее собственных президентских амбиций. Переговоры проходят через 7 месяцев после американской военной операции, захвата Николаса Мадуро и передачи управления его вице-президенту Делси Родригес. Вместо немедленных выборов администрация президента США Дональда Трампа предложила 3 этапа: стабилизацию, экономическое восстановление и только затем политический переход. Стороны должны согласовать новый состав избирательной комиссии и Верховного суда, освобождение политических заключенных, свободу прессы, гарантии оппозиции и будущий календарь выборов. Первые проекты реформ обещают представить к декабрю. Взамен правительство Родригес требует отмены оставшихся американских санкций. Турецкое агентство «Анадолу» также сообщает о посредничестве Норвегии и обсуждении гуманитарной помощи после июньских землетрясений. Мачадо не пригласили под предлогом того, что она не входит в Ассамблею 2015 года. При этом именно она победила на оппозиционных праймерис, а движение Мачадо представило протоколы, согласно которым Гонсалес получил около 2/3 голосов на выборах 2024 года. Вашингтон теперь заявляет, что у Мачадо недостаточно поддержки для управления страной. Сама Мачадо участвовать отказалась, но обещала не мешать реальным результатам. Ее условия — освобождение всех политзаключенных, восстановление институтов и конкретная дата президентских выборов. Поэтому главный вопрос переговоров: может ли переход считаться демократическим, если от него отстранена крупнейшая часть венесуэльской оппозиции? Европейская жара уже выключает атомные реакторы, обнажает дно Дуная и заставляет столицы экономить электричество. Уровень воды в одной из крупнейших рек континента опустился до исторического минимума. В Болгарии на месте русла появились песчаные острова и покрытые высохшими водорослями участки суши. В Венгрии почти полностью остановлена единственная атомная электростанция страны. Ее реакторам не хватает воды для охлаждения. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, Будапешт отключил ночную подсветку парламента, Будайской крепости и цепного моста. Румыния готовится затопить в Дунае 4 баржи с камнями, перенаправить оставшуюся воду к единственному работающему реактору и продлить его эксплуатацию хотя бы на несколько дней. Существует вероятность, что подобные события будут происходить и в будущем, однако она не стопроцентная. Электростанция подготовлена к различным сценариям. Очевидно, что при столь низком уровне воды ее работа была ограничена. Думаю, в краткосрочной перспективе можно принять меры на Дунае, чтобы немного повысить уровень воды и обеспечить работу действующих реакторов. В более отдаленной перспективе необходимо пересмотреть систему охлаждения новой АЭС Пакш-2, поскольку если рассматривать более продолжительный период, подобные чрезвычайные явления могут происходить чаще. В Болгарии температура почти на 6 градусов выше климатической нормы. В Венгрии воздух прогрелся до 42 градусов. В Италии Министерство здравоохранения впервые в этом году объявило высший красный уровень опасности сразу во всех 27 контролируемых городах. Это означает угрозу уже не только пожилым и больным, но и всему населению, включая молодых и здоровых. В отдельных районах температура достигла 40 градусов. Мы в некотором смысле стали заложниками изменения климата. С каждым годом оно проявляется все отчетливее. Это было понятно уже в прошлом году. В Риме туристы прячутся под зонтами, охлаждаются у фонтанов и оборачивают головы мокрой тканью. В Ассизе паломников, приехавших на встречу с папой римским Львом XIV, 800-ю годовщину смерти святого Франциска, опрыскивали водой прямо во время церемонии. На Хорватском острове брач туристов и лошадей спасают от жары купанием в Адриатическом море. Мы сбежали из каменного Сплита, где 40 градусов и раскаленный бетон под ногами, чтобы хотя бы ненадолго освежиться на природе. Рекордная жара установилась и в Южной Корее. В провинции Кёнсан-Пукто государственных служащих отправили патрулировать сельскохозяйственные поля с воздуха. Дроны с тепловизорами ищут работающих под солнцем фермеров. Многие из них пожилые и передают предупреждения через громкоговорители. Стоит чрезвычайно жаркая погода. Пейте больше воды, а во время работы на улице делайте перерывы в пунктах охлаждения. Возвращайтесь к работе только после полноценного отдыха. В Саудовской Аравии температура в июле достигала 50 градусов. До 15 сентября в королевстве запрещено работать под прямым солнцем с полудня до 3 часов дня. В Эр-Рияде строители пережидают жару в тени, обливаются водой и спят прямо на полу недостроенных зданий. Одновременно на индонезийском вулкане Бромо 4-е сутки продолжается пожар. Уничтожены 60 гектаров национального парка. Огонь сохраняется в кустарниках и труднодоступных районах. К японской Окинаве со скоростью 20 км в час приближается тайфун «Долфин». По данным климатического монитора Reuters, средняя максимальная температура в Западной Европе в июле оказалась на 4,4 градуса выше исторической нормы. Если расчеты подтвердятся, это будет крупнейшее июльское отклонение как минимум с 1961 года.